Как мы знаем, акне проявляется в виде прыщика. Прыщик является собой гнойно-воспалительный процесс, который у нас на коже. Если он глубокий, то он после себя оставит след. Если он поверхностный, он, как правило, уходит бесследно. Глубокий элемент может оставить после себя рубец в виде ямки и также пигментированное пятно, которое называется вторичная гиперпигментация. Поэтому что делать, чтобы прыщи уходили бесследно? Ответ простой. Не нужно ничего не делать. Что имеется в виду? Никогда нельзя давить свои прыщи. Потому что если вы давите свои прыщи, вероятность, что элемент станет более глубже, намного выше, если вы его не давите. Если у вас есть воспалительный прыщ, который печет, болит, его нужно обрабатывать специальными лекарственными средствами, которые подсушивают. Но ни в коем случае не давить свое лицо, потому что всегда, когда вы будете давить свой прыщ, на месте останется след в виде пятна темного, которого будет проходить довольно длительно, или рубец, который тоже должен будет потом лечиться у косметологов. Также само вы должны избавляться от привычек, которые могут стимулировать большему высыпанию и подсыпанию прыщей. Какие это привычки? Это подпирание рукой лицо. Также привычка обматывать шарф вокруг лица или же спать лицом в подушку. Такие простые привычки могут избавить вас от повышенного высыпания и подсыпания прыщей. Все потому, что когда вы ходите к косметологу на чистки, косметолог никогда не давит прыщи. Косметолог очищает кожу от комедонов. Комедоны есть закрытые и открытые, с черными точками и со светлыми точками. Воспалительные элементы в виде болючего красного прыща косметолог никогда не будет давить, потому что воспалительные элементы лечит дерматолог. Задача косметолога – очистить кожу от излишних закрытых пор. Часто задаваемый вопрос в кабинете дерматолога среди женщин. По статистике, 50% женщин в возрасте старше 25 лет страдают в большей или в меньшей проявлении высыпаний. Они могут быть как на лице, так и на коже груди или коже спины. Могут затрагивать все эти зоны, могут проявляться только на какой-то из этих зон. Ответ этому есть гормональный дисбаланс. Поэтому, если у вас есть акне в возрасте 20 лет или 25 лет или 30 или 35 лет, не связано с тем, что в подростковом возрасте у вас была чистая кожа или были подсыпания, ваш дерматолог должен работать вместе с связкой с эндокринологом и гинекологом. Это наилучшая команда гинеколог, эндокринолог и дерматолог для решения проблемы акне у женщин.